Анализ, обзор, прогноз криптовалют. Началась новая неделя. За прошедшие сутки криптовалютный рынок нас не особо радует. Большинство монет находится в красной зоне. Монета Titan, к примеру, показывающая рост более 30%, сегодня она уже падает больше всех. Биткоин скорректировался на минус 5%. Лонги и шорты по биткоину остаются на прежних уровнях, плюс-минус 3%. Никаких резких изменений. По эфириуму такая же ситуация. По-прежнему у нас идет потихонечку, понемножечку рост шортовых позиций и сокращение лонгов, но опять-таки без резких скачков. Индекс страха и жадности у нас увеличил свой показатель, сегодня эта цифра 29, по-прежнему находимся в районе обычного страха и показатель увеличивается уже третий день подряд, страха становится меньше. Индикатор альт-сезона нас совсем не радует и подбирается уже вплотную к 50, на сегодня это уровень 55. Со 2 июля мы просто безоткатно снижаемся, не давая шанса на новый сезон альтов. За последние сутки ликвидировано почти 57 тысяч трейдеров на общую сумму 360 миллионов долларов. Естественно, большинство, около 80% всех этих ликвидаций это были лонгисты. Это произошло вследствие резкого снижения цены биткоина и других криптовалют. На диаграмме это также видно, как резкий рост зеленого столбца. Лидеры по социальной активности сегодня выглядят данным образом, и что примечательно, на 4-м месте у нас Tether. Стейблкоины редкий гость в данном списке. Обычно данный топ завален не совсем топовыми альтами. Приток на бирже биткоина сокращается уже третий день подряд и имеет довольно-таки низкие показатели. Это практически рекордный показатель, когда несколько дней подряд приток на бирже биткоина находится на таких низких уровнях. Объем продаж на всех биржах биткоина также третий день подряд все меньше и меньше. Из важных событий монет можно отметить QSAMA. Данную монету залистят на бирже OceanX 9 июля. Также в промежуток с 15 по 18 июля запланировано сжигание монет BNB. Пользователь Твиттера написал Илону Маску: «Мне пришлось продать жену в Даркнете, потому что я потерял очень много денег в Доге». На что Илон Маск ответил грустным смайликом. Больше ничего он по этому поводу не написал, но важно отметить, что он и не проигнорировал данное сообщение, ответив на него. А когда он отвечает, все это появляется в его аккаунте. Что это может означать? Очередное разбитое сердечко рядом с догами, потому что это все-таки негатив по отношению к данной криптовалюте. Из интересных новостей можно отметить наблюдение Glassnode о том, что киты снова начали накапливать биткоин. Количество принадлежащих китам биткоинов выросло более чем на 80 тысяч битков, достигнув самого высокого уровня с мая этого года. Согласно последним данным аналитической компании Glassnode, состоятельные инвесторы возвращаются на рынок биткоина. Киты – это кластеры адресов, контролируемых одним участником, имеющим от 1000 до 10 тысяч биткоинов. Они снова начали накапливать их. Сумма принадлежащих крупным инвесторам монет выросла на 80 тысяч штук. В статье приводится вот такой график, где видно, как резко увеличивается количество битков. При этом цена даже не шелохнулась. То есть, по сути, дяди с крупными деньгами решили закупиться на данном уровне. Их устраивает сумма в 34-35 тысяч долларов за биткоин. Украинский банк Монобанк позволит клиентам покупать биткоин. В июле украинский мобильный банк выпустит биткоин-карты, с помощью которых клиенты смогут покупать и продавать криптовалюту. Банк также проведет интеграцию с пока не названной криптовалютной биржей. По слухам, это может быть биржа WhiteBit. Это просто прекрасная новость, которая увеличит и количество клиентов данного банка, и количество пользователей криптовалюты, а следовательно и инвестиции в нее. Премьер-министр Вьетнама попросил Центробанк изучить криптовалюты. После изучения они планируют провести пилотное внедрение криптовалют, начиная с текущего года до 2023. Они будут оценивать блокчейн, искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность. Они считают, что цифровые валюты – это неизбежная тенденция, и поэтому нужно быть готовым к принятию их во всем мире. Неплохая новость, но Вьетнам не является какой-то прогрессивной и передовой страной, и поэтому думаю, что даже если они примут какие-то законы, то это будет укладываться в рамки какого-то контроля и налогообложения. Grayscale добавила ADA в свой фонд, который был запущен в 2019 году. В этом фонде было 5 криптовалют: биткоин, эфириум, Ripple, Bitcoin Cash и Litecoin. Затем Ripple заменили на Link, и теперь дополнительно в него добавят Cardano. Интересно, что у ADA будет наивысшая доля в фонде, за исключением, конечно, биткоина и эфириума.
По сути, ADA будет занимать третье место, и в нее будет инвестировано 4,26% всех средств. Давайте посмотрим, изменилось ли что-нибудь на биткоине и других криптовалютах, и что сразу бросается в глаза. В прошлом видео мы как раз таки делали акцент на то, что мы подошли вот к этой скользяшке. Естественно, мы ее пройти не смогли. Летим ли мы сейчас вниз? Вполне возможно. Но на данный момент мы находимся также в восходящем канале. Мы не пробили лои. Также у нас лои повышаются. И еще есть возможность пойти повыше. Прогноз я менять не буду. Все пока что у нас в силе. По эфириуму такая же ситуация. Мы впервые за долгое время подошли к этой 200-й скользяшке. Ложно пробили ее и полились вниз. Мы также находимся все еще в восходящем канале. Лои повышаются, тренд у нас восходящий. Также не буду пока менять свой прогноз. Предположительно идем в волне B. По Ripple мы не так бодро выросли, но на падении показали примерно такую же ситуацию. Вплотную подошли к предыдущему лою, но его не пробили. Пока стоит понаблюдать, тенденция у нас не сломана. Также пока тренд восходящий локально, прогноз не меняю. Доминация биткоина у нас продолжает снижаться, пока отскоков нет. Все еще. Думаю, что значительные какие-то будут коррекции по приближению вот к этой скользяшке. Еще одну монету глянем. Это монета ТКО. В комментариях попросили посмотреть. И у нас уже есть на ней разметка. Предположительно, мы имеем здесь рост с коррекцией. И если кто входил, то стоп у нас здесь еще не выбит. Но предыдущий прогноз был где-то вот здесь, как раз таки нарисована предположительная схема, на которой можно будет поискать разворот. Мы здесь, сейчас посмотрю на часовике. Но пока здесь это похоже на 3 волны наверх, что является коррекционным движением. Хаи понижаются, лои повышаются. И здесь у нас очень похоже на образование треугольника. А треугольник это у нас предпоследняя волна в структуре старшего порядка. Если это так, то вполне возможно вот такое развитие событий. Перелой и потом уже где-то здесь искать варианты на поход наверх. Поэтому по данной монете я пока также лонгов особых не вижу. Здесь, в принципе, крипта у нас любит разворачиваться с каких-то неочевидных формаций. Может и стройки развернуться наверняка. Поэтому, если где-то здесь будете брать, то стоп, естественно, за основание. Потому что если его пробьем, то полетим ниже. А пока здесь без каких-либо торгов, я думаю. Стопроцентных каких-то вариантов не наблюдается. Давайте посмотрим еще Титан, который смотрели в прошлом видео. В прошлый раз эта монета у нас сильно росла, в этот раз один из лидер падения. Ну и как раз о чем я и говорил. Вот здесь мы находились. Если у кого-то был плюс, лучше здесь нужно было закрывать. Потому что как выросли быстро, так и падаем. Не факт, что мы дальше не пойдем пока наверх, но здесь торговать уже опасно. По данной монете также пока видно. Пока ближайший уровень это предыдущий пик. И то не факт, что туда дойдем. Здесь, если плюс, нужно скидывать. Если в просадке, то и не знаю, зачем вы заходили здесь. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Удачной торговли и счастливо!